Весь последний год я читал завывания наших корол-патриотов на тему того, что Ким Чен Ын хороший, смелый и крутой, а вот Путин на его фоне нерешительный и трусливый. А все почему? А все потому, что северокорейский лидер решительно тряс перед всем миром своими немногочисленными ядерными ракетами, пугал США и всячески давал понять, что он вроде как отмороженный на всю голову, а следовательно, американских авианосцев он не боится в той же мере, в которой он не боится всеобъемлющих американских санкций. Это все было прикольно и впечатляюще с точки зрения пиара, но вот наши, да и не только наши, любители дипломатии с помощью Кузькиной матери не хотели понимать, что дело тут не в особой смелости северокорейского лидера, а в том, что он может делать ровно то, что ему позволяют делать Пекин и Москва, без покровительства которых КНДР уже давно растерли бы в кровавый порошок. Переговоры Трампа и Ким Чен Ына, они хороши уже хотя бы потому, что любители порассуждать про смелого и бескомпромиссного северокорейского руководителя вроде бы заткнулись, потому что у них сейчас произошел сбой в работе головного мозга. Как это так? Бескомпромиссный и смелый Ким идет на дипломатический контакт с американскими собаками, ведет себя вежливо и даже не пытается плюнуть в Трампа при личной встрече. А ларчик просто открывается на самом деле. Только эта правда многим глаза колет. Ким Чен Ын делает то, что от него ждут и требуют старшие пекинские товарищи, для которых северокорейский вопрос – это всего лишь еще одна разменная монета в сложной дипломатической игре с Вашингтоном. И никакая Кузькина мать и предполагаемая смелость руководства КНДР этого положения дел изменить не в состоянии. Теперь остается ждать, когда появятся первые псевдоаналитические материалы с посылом «Ким Чен Ын слил». Комментарии такого рода я уже видел, так что ждать развернутых материалов на эту тему осталось недолго. Ну а тем, кто так верил в бескомпромиссных северокорейских вождей, а сейчас испытывает острый приступ разочарования, остается только посочувствовать. Тяжело им живется, все их обманывают и вообще жизнь – боль. А теперь пару слов по результатам самого саммита. Если честно, я поражаюсь тому, что сам факт рукопожатия Трампа и Кима во время их личной встречи, а также тот факт, что на один день какой-нибудь CNN начал называть Кима лидером, а не кровавым коммунистическим диктатором, вызывает такую бурю восторга и разговоры о какой-то эпической победе Пхеньяна и лично молодого маршала Ким Чен Ына. Очень смешно, что те, которые видят в этом эпическую северокорейскую победу, полностью повторяют аргументацию чиновников администрации Обамы, у которых сейчас коллективная истерика в Твиттере и Фейсбуке из-за того, что Трамп, видите ли, легитимизировал кровавого коммунистического диктатора. Такое впечатление, будто легитимизацией такого рода можно накормить корейских рабочих и крестьян, снять санкции, удвоить ВВП или как-то еще ее использовать в практическом плане. Но нет у рукопожатия Кима и Трампа другого применения, кроме как сделать красивую картинку для северокорейской государственной пропаганды и принести самому Киму большое, но вот прям очень-очень большое моральное удовлетворение от того, что его как бы признали равным. Спойлер. Ни хрена его равным не признали. В случае Трампа, как и других американских президентов, даже бумага им подписанная ничего не стоит. А уж такие вещи, как вербальные обещания, жесты и рукопожатия, это вообще ни о чем. Ради этой легитимизации и рукопожатия под телекамерой северокорейская сторона пошла на мораторий по ядерным испытаниям, взорвала свой ядерный полигон и подписалась под декларацией, в которой указано желание сторон двигаться к денуклеаризации всего Корейского полуострова. Вроде бы ничего совсем критичного. Но размен сильно так себе, потому что единственной жертвой со стороны Трампа, ну то есть помимо рукопожатия, стало временное прекращение американских учений на Корейском полуострове. Но вот и судите сами, кто и что получил от этого исторического саммита, который я бы скорее назвал «Сингапурский саммит ни о чем». И последнее. Если кому-то кажется, что западная легитимизация – это вот буквально круто и вообще то, что надо, то я бы хотел напомнить историю из не очень далекого прошлого. В свое время полковник Каддафи был настолько легитимизированным, что он не просто участвовал в переговорах с западными лидерами, а даже приезжал к ним в столицы вместе со своей свитой, разбивал там свой бедуинский шатер, демонстрировал всем свою силу и богатство, и не только сам платил по своим счетам, в отличие от Кима, но еще и покупал западных политиков оптом и в розницу, о чем есть достаточно документальных свидетельств. Ну и как? Помогла ему эта легитимизация, эти визиты и эти встречи на высшем уровне? Мне представляется, что нет.
Ради блага дружественного нам и уже достаточно настрадавшегося от американцев северокорейского народа, мне хочется верить и надеяться на то, что Москва и Пекин будут очень четко и чутко направлять дипломатические действия Пхеньяну. Хотя бы ради того, чтобы маршал Ким не кончил так же плохо, как полковник Каддафи.